корейский салат из соленых огурцов. Итак, зима закончилась, а соленые огурцы из банок еще остались. Вкус уже приелся этих огурцов, и сегодня будем его обновлять. Нам потребуются соленые огурцы, у меня 7 штук, но как видите, они все разного размера, какие-то тоньше, какие-то длиннее, какие-то короче, в общем около 500 грамм. И мы будем делать из них салат. Мы должны их сначала, конечно же, помыть, и затем мы их нарезаем. Кончики нам не нужны. Сами огурцы мы нарезаем кружочками, и толщина должна быть как можно тоньше по возможности, но не так, чтобы они, конечно же, были совсем прозрачные, эти кусочки. В общем, нарезайте их достаточно тонко, не бойтесь, они не поломаются. Затем мы заливаем огурцы холодной водой. Приступаем к тому, чтобы убрать из них излишнюю соль и воду. Оставляем огурцы в воде на 15-20 минут. По прошествии этого времени мы должны будем слить эту воду и затем промыть огурцы в холодной воде. Делаем это 2 или 3 раза. Для чего это нужно? Как я уже сказала, 2 основных момента приготовления этого салата. Нам нужно убрать лишнюю жидкость и лишнюю соль. Далее нам потребуется тканевый мешок или кусок ткани, или же, если ничего нет, тогда просто руками. Мешочек мы должны с вами намочить, он должен быть влажным, но, конечно же, мы его, намочив, отжимаем, чтобы он не содержал в себе воды. И закладываем туда огурцы и будем их отжимать с помощью мешочка. Так они общей своей массой будут давить друг на друга, соответственно, выжимая жидкость, и в то же время они не поломаются. Итак, мы закручиваем мешочек и, продолжая его закручивать, надавливаем на огурцы. Соответственно, и с рукой тоже огурцы прижимаем. Не бойтесь давить достаточно сильно, с огурцами ничего не произойдет, они не поломаются, вы потом это увидите. И, как вы видите, из них вышло очень большое количество жидкости. Но поверьте мне, что это еще не все, что в них есть. И вот, как вы видите, они кажутся уже достаточно суховатыми. То есть кажется, что, в общем-то, в них уже не осталось влаги. Но поверьте мне, что жидкости там еще много, да и соли, в принципе, тоже. Поэтому мы делаем следующее. Мы добавляем в огурцы сироп, если такой имеется. В Корее используют кукурузный сироп. Если же сиропа нет, то тогда используем обычный сахар. И в общей сложности нам на имеющееся количество огурцов потребуется 3-4 столовые ложки. И затем мы огурцы перемешиваем. И после того, как мы перемешали, оставляем постоять на 10 минут. Через 10 минут нам опять потребуется мешочек, тканевый мешок, или же просто ткань, или же просто руками. Если используем мешочек или ткань, то должна быть ткань влажная. Для этого мочим мешочек, отжимаем и закладываем туда опять огурцы. И опять повторяем все то же самое. Отжимаем с помощью мешочка воду из огурцов. И вы удивитесь, сколько же из них еще вышло жидкости. Казалось бы, что там уже ничего нет, а на самом деле там еще очень и очень много воды. И на этом отжимание заканчивается. Это был в последний раз, когда мы их отжимали. Вынимаем огурцы и закладываем в посуду, в которой собираемся перемешивать. Перед тем, как закладывать специи, обязательно попробуйте огурец, насколько он еще, собственно говоря, соленый. И начинаем. Специи. Молотый чеснок нам потребуется в объеме 1 столовой ложкой. Если не можете есть сильно острый, уменьшите до половины. То же самое красный молотый перец 1 столовая ложка, можно положить половину. И если есть, то чили паста кочуджян 1 столовая ложка. У меня нет, я ее пропускаю. И немного зеленого лука, буквально 2 стручка. И также кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки.
И все хорошо перемешиваем. Мешаем где-то хотя бы 2-3 минуты, чтобы все хорошо пропиталось. И посмотрите, какой красивый у нас получился цвет. Опять берем и пробуем огурец на вкус. Если все еще достаточно солено и остро, добавляем 1 столовую ложку сахара или 1 чайную ложку, в зависимости от вкуса. И также кунжутные семена, достаточно 1 чайной ложки. И все-таки опять хорошо перемешиваем. И опять пробуем на вкус. Если нас все устраивает, баланс найден вкуса, то тогда все, можно подавать к столу или же можно хранить в холодильнике в контейнере. Где-то около 1 недели можно хранить и по необходимости подавать к столу. Когда подаете этот салатик к столу, посыпьте кунжутными семенами сверху, и все, салатик готов, можно сервировать. Конечно же, как и все остальные корейские блюда, это естся с рисом, а точнее это подается как закуска к, в принципе, любому блюду, будь то мясное, рыбное блюдо или просто рис. Блюдо острое, но надеюсь, вам понравится. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!